Всем привет! Продолжаем обзор декоративных штукатурок с маркой Gura Decor. Gura Decor элитная линейка. И мы сегодня рассматриваем штукатурку на известковой основе, известковый мармарин. Такая пастообразная штукатурка, не зернистая, глинцуется до зеркального блеска, как венецианская штукатурка. Этот способ мы, все уже кучу раз его наносили, но мы именно сегодня его решили все-таки нанести снова, типа карты мира на золотистом фоне. Ну и давайте будем же тестировать материал, посмотрим, как себя ведет он. Первый слой, кстати, вот лайфхак, чтобы не мыть ванночку малярную, можно одеть на нее пакет и благополучно этот пакет потом выкинуть, и ванночку не мыть. Мы окрашиваем стены. Так, что касается подготовки, подготовка идеальная быть не обязательно. То есть нам нужен просто желтый фон. Не нужно стену шпаклевать до идеального состояния, как под покраску, не нужно. Просто более-менее ровненькая штукатуренная стена. И окрашиваем в светлый желтенький фон. Если хотите ярче, посмотрите по итогу. Если вам нужно будет ярче, значит окрасите ярче. Если для себя будете приобретать или этот способ для себя использовать. Нам нужен сейчас просто фон. Краску раскатываем. Расход у краски примерно 200 грамм на квадратный метр. Особенно если стена штукатуренная, то это точно будет не меньше, чем 200 грамм, потому что штукатурка впитывает сильно. Гипсовая штукатурка, например. Если стены шпаклеванные, то впитываемость меньше у шпаклеванных стен. Один слой нам нужен. И не забывайте переодеваться, потому как вот эти вот лакокрасочные материалы, они не очень-то отстирываются. Ну, я бы сказала, вот в моем случае не отстирываются совсем. Ну, либо стирать я не умею, тоже вариант. То есть, если заморалась кофта, то все, хана. После высыхания краски мы покроем стену лазурью. Ну, сначала мы, конечно, дадим высохнуть пару часиков. Можно делать это гораздо быстрее. То есть вот так можно прям красить быстро-быстро. Я этого не делаю, потому что брызгает. Тихонечко красим, чтобы брызги не летели на одежду. Окрасили и оставляем сохнуть часа на 2, на 3, на 4. Смотрите по высыханию. Даже вот эти полосы убирать не буду, пусть так и остается. Ждем высыхания и продолжим. Высохла краска, она у нас светлого такого желтенького цвета. И мы эту краску покроем лазурью золотистой. Вот такая лазурь. Приятный золотистый, не ярко-желтый, а вот такой вот светленький золотистый перламутр. И мы покроем полностью, так же как краску. То есть нам нужен просто золотистый фон. Вот такая густая лазурь. Вот так мы покрываем. И получаем перламутровый золотистый фон. Точно так же, как краску. Раскатываем равномерно по поверхности в один слой. Достаточно будет одного слоя. Расход в данном случае у лазури будет примерно такой же, как у краски. Ну, грамм 150, наверное, на квадратный метр получится. Лазурь марки Gura Decor. Несколько роликов подряд мы будем показывать вам свои материалы, новую линейку премиум класса. Далее у нас будет в продаже линейка более эконом класса. Мы тоже вам ее всю покажем, она еще не готова. Также у нас по-прежнему в продаже остаются материалы разные. Дешевые, дорогие, средние, там, я не знаю, матовые, перламутровые, всякие. Если вам нужна штукатурка декоративная, вы можете смело к нам обращаться, и мы подберем для вас варианты. Неограниченное количество вариантов на любой бюджет. Мы не упускаем потребности клиента. Кому подешевле, кому подороже. Люди разные, достатки разные, разные предпочтения.
Лазурь у нас, она как гель, то есть как будто перламутровый гель, густая и не требует покрытия лаком. То есть бывают лазури, которые нужно еще сверху лаком покрывать. Так вот, нашу не нужно покрывать. Это моющий состав перламутровый, моющийся. И можно смело на финише пользоваться без дополнительной защиты. Мы стремимся не только к красоте, но и удобство нанесения, и также экономия, в плане, вот, допустим, защитного средства дополнительного. И, кстати, по лазури, да, сказать, лазурь, она, конечно, премиум класса, но по стоимости она абсолютно доступная, абсолютно. В описании мы укажем стоимость данного образца. В прошлом видео мы обещали указать и указали, с опозданием, но указали. Да, бывает, забываешься. Но мы исправились и указали. И здесь мы тоже укажем. Даже если с опозданием. То есть бывает, что видео монтируется, выкладывается, а описание еще не успели. Обязательно укажем стоимость всех слоев. Покрываем и оставляем сохнуть часа на 2. Так же, как краску. Как любую акриловую или латексную краску. Лазурь на акриловой основе. И точно так же сохнет, как краска. Ждем высыхания и вернемся к нанесению. Штукатурка на известковой основе. Вот такой вот известковый мармарин. Вот такой его состав. Консистенция. Абсолютно экологически чистый материал. Абсолютно чистый экологически. Очень удобно им работать. Ну и нанесем такой стандартный способ. Демонстрируем не способ нанесения, а демонстрируем штукатурку. Такая она эластичная. Вот она. Ей легко очень работать. Она в меру густая. И мы наносим вот такие островочки хаотичными разносторонними движениями. Вот так и вот так. Руку все время поворачиваем, чтобы не было повторяющихся таких квадратных каких-то ляпов. То есть квадраты, чтобы у нас не получались. Пусть будет хаотично. Штукатурка достаточно долго не высыхает на стене, поэтому нам нужно будет нанести и подождать немножечко подсыхания. Я даже предполагаю, что мы нанесем весь свой образец. Он у нас порядка 1,5 квадратных метров. Наносить нам нужно где-то гуще, где-то меньше. То есть где-то больше островков, где-то меньше. Чтобы не было однообразия. Вот здесь я добавлю, пусть будет больше. Здесь можно побольше. Расход у штукатурки вот при этом нанесении будет примерно 800 грамм на квадратный метр. Примерно. Может быть, он и 600 грамм, смотря какие будут островки. То есть штукатурка достаточно не дешевая, но у нее низкий расход. Мало потратите. Чем отличается штукатурка подороже от той, которая подешевле? Та, которая подешевле, она по умолчанию подешевле за ведро. Например, 15 килограмм ведро. Но из этого ведра можно сделать только там 7 квадратных метров или 10 квадратных метров. А из штукатурки вот этой, из нашего мармарина, можно сделать с одного ведра 15 килограмм порядка, около 20 квадратов, а то может быть и даже 25, смотря какие будут островочки. Низкий расход за счет того, что она не зернистая, и за счет того, что у нее не сплошное нанесение. И так мы ляпушками наносим на всю поверхность стены. Тут комментировать особо нечего. Наблюдаем и повторяем. Когда у нас была стена полностью покрыта лазурью, мы не замечали, что это лазурь, правильно? Мы не видели, что там что-то блестит. А сейчас, когда мы наносим белую штукатурку, мы уже четко понимаем, что да, блестит лазурь. Видно, особенно сбоку, вот мне хорошо видно.
И за счет того, что лазурь ненавязчивая, ну то есть такой ненавязчивый золотистый блеск, потому что может быть лазурь, ну такая бывает яркое золото, а это не яркая. Она в меру блестящая, не раздражающе красивая. Ерунду смолола, да? Не раздражающе красивая. Не забываем поворачивать руку. Разнонаправленными движениями наносим. Я, кстати, второй планшет оставлю. Ну, вторую сторону планшета оставлю. Я забыла проклеить скотч. Давайте сейчас проклеим, пока не поздно. Потом на этой половине мы нанесем какой-нибудь другой образец. И также понятно будет. Вот так сделаем. Я думаю, достаточно. Чуть-чуть дадим подсохнуть. Сколько минут? 5, наверное, еще. Сейчас еще рано. Я пока сполосну кельму. Вы, если наносите, тоже пока сполосните кельму. Немножко подождали подсыхания и пытаемся пригладить. Чистой кельмой. Рядом у меня еще тряпочка, чтобы можно было периодически кельму протирать. И вот так вот поджимаем разносторонними движениями, формируя островки. Излишки можно обратно в ведерко. Материал живучий, то есть его можно будет добавить куда-то. Если вот мы сейчас пригладим и захотим еще куда-то добавить, мы добавим этот же материал. И приглаживаем. Верхушка у нас не такая ровная получается. Мы ее еще раз подожмем. Но фактура уже становится более понятна. То есть нужно ли добавлять, не нужно ли добавлять. Мы сейчас пытаемся понять, хватает ли нам островков. Излишки в ведро. Так, смотрим, надо, нет добавлять. Как-то вот в этом месте что-то какое-то непонятное. Давайте добавим. И вот это вот непонятное место можно прям вот так вот добавлять. Вот. И теперь еще немножечко нужно подождать, чтобы штукатурка еще подсохла. И мы сделаем верхушки плоскими. Вот еще одно место нашла, где хочется добавить. Вот так. Ждем еще чуть-чуть подсыхания. Буквально немножечко мы еще подождали. И теперь снова чистой влажной кельмой можно вот так вот даже держать. Не вот так кельму держать, а вот так, чтобы сточить вверх. Вот, чтобы он был ровный, плоский, без впадин всяких. Снимая излишки и оставляя верхушку плоской. Вот так. Нам нужен плоский верх. И после того, как мы ее сейчас пригладим, оставим плоскость. Мы ее уже оставим до полного высыхания, штукатурку. Вот здесь видно хорошо, как остается плоскость. Вот, в кадр. Вот так. Оставим сохнуть.
Ждем высыхания. Other day I said I don't wanna go. I didn't listen to you. No, 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 no. Other day I said I don't wanna go. I didn't listen to you. No, 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 no. Other day I said I don't wanna go. I didn't listen to you. No, 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 no. Other day I said I don't wanna go. I didn't listen to you. No, 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 no. Other day I said I don't wanna go. I didn't listen to you. No, 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 no. Other day I said I don't wanna go. I didn't listen to you.
это готовый вариант, будем так считать. Можно, конечно, было вот эти трафаретные элементы покрыть по верхам лазурью или что, но наша цель это продемонстрировать декоративную штукатурку. Да и мне кажется, если лазурью покрыть, то будет как-то уж слишком ярко. Пусть они будут ненавязчивые, да и они вообще не обязательны. Ну, то есть, кому надо их, кому не надо. Мы демонстрируем декоративную штукатурку марки Gura Decor. И не забывайте, конечно же, поставить лайк и подписываться на наш канал, а также заказывать у нас декоративные материалы.